Среди всех анимационных произведений, выпущенных в СССР, одним из наиболее известных и обсуждаемых совершенно заслуженно считается «Ежик в тумане», созданный в 1975 году по сценарию Сергея Козлова великим режиссером Юрием Борисовичем Норштейном. И спору нет, все лавры этого мультфильма абсолютно оправданы. Его визуал, стилистика, эстетика, способ повествования и, разумеется, философские подтексты наводят на глубокие размышления синдром поиска глубинного смысла уже не одно поколение критиков и зрителей по всему миру. Вот только из-за такой популярности «Ежика в тумане» другие творения Юрия Борисовича остались как будто в тени, и каждый раз, когда вы могли слышать фамилию этого режиссера, первая ваша мысль «А, это тот, который снял «Ежика в тумане», хотя других не менее интересных работ у Норштейна хватает. Взять хотя бы мультфильм, визуал которого целиком состоит из анимированных православных икон, или мультфильм по русской народной сказке, представляющий собой буквально ожившие иллюстрации. Однако наибольший парадокс представляет из себя последняя на данный момент полноценная картина режиссера. Если производство данного ролика не затянется настолько, что он успеет выпустить «Шинель» после 40 лет работы. Она практически целиком прошла мимо массового зрителя, но в то же время была признана лучшим анимационным фильмом всех времен и народов по результатам международного опроса, проведенного Академией киноискусства. Этой картиной открыто восхищались Хаяо Миядзаки и Квентин Тарантино, а также это любимейший мультфильм Егора Летова. Меня зовут Мистер Укулео, и сегодня я расскажу вам про мультфильм «Сказка сказок». Но перед тем, как мы начнем, считаю нужным сделать маленькое лирическое отступление. Дело в том, что, анализируя и разбирая сюжет в произведениях наподобие сказки сказок, важно помнить, что искусство многогранно. Эта фраза уже настолько заезженная и избитая, что для большинства людей ее смысл уже давно затерся. А заключается он в том, что восприятие каждого произведения искусства, неважно, будь то игра, картина, песня, фильм или книга, для каждого отдельно взятого человека будет уникальным. Потому что каждый, пропуская произведение через свой опыт и мировосприятие, получает уникальную интерпретацию, возможно, даже такую, о которой сам автор даже не догадывался и которая порой оказывается убедительнее авторского замысла. И тот факт, что фактически любое произведение позволяет сделать такое количество этих самых интерпретаций, и делает искусство многогранным. Да, мысль, которую я высказал, далеко не нова, и да, я читал Ролана Барта, как вы догадались. Однако среди произведений изобразительного искусства особняком стоит определенный пласт работ, в которых сюжет либо подается размыто и абстрактно, либо отходит на второй план, уступая место различным визуальным и не только образом. Особенными такие произведения делает тот факт, что основная задача по поиску смысла в них ложится на плечи самого зрителя, в то время как автор лишь дает основу, скелет, на который зритель натягивает кожу и мышцы в виде подтекстов, аллюзий, аллегорий и метафор. Сравнить подобные произведения можно с кусочками тофу. По-настоящему их вкус раскрывается только под соусом, который зритель сам подбирает под свои ощущения. Важно понимать, что далеко не всегда такой подход является залогом успеха, так как образы в произведении должны не просто висеть в воздухе, а составлять общую картину и иметь связь между собой, а сюжет, хотя и может быть размытым, все же должен быть считываемым. У зрителя должно быть четкое понимание того, с чего история началась и чем закончилась. И как итог, в результате такого подхода может получиться как действительно глубокое и многослойное крепкое произведение, в котором зритель даже спустя годы находит новые детали и подтексты, так и откровенно слабая претенциозная пустышка. Это я все к тому, что обозреваемый продукт в этом плане практически образцовая работа. В нем нет ни строчки диалогов, а сюжет подается крайне нелинейно и в основном через визуальные образы. И тем не менее, за полчаса авторам удается филигранно раскрыть глубокие и довольно болезненные для многих темы. Какие именно, расскажу чуть позже, когда мы полноценно углубимся в анализ происходящего. И это совершенно неудивительно, учитывая, что стоящие за этим фильмом люди были настоящими мастерами своего дела. А стояли за созданием фильма по большей части два человека. Уже упомянутый мной режиссер Юрий Норштейн, а также писательница и поэтесса Людмила Петрушевская. Знакомы они были задолго до начала работы над сказкой сказок. Так, например, профиль Людмилы был использован в качестве основы к образу «Ежика в тумане». Думаю, вы тоже видите это сходство.
В марте 1976 года Норштейн позвонил Петрушевской с предложением написать сценарий о его военном детстве. Та отнеслась к идее скептически, ведь через месяц она должна была родить, однако Юрия Борисовича это не смутило, и через несколько месяцев он пришел к ней домой работать над сценарием. Вместе они переработали множество книг стихов, картин Пикассо и работ японских живописцев. Основным же источником вдохновения, который и задал тон всему мультфильму, для Норштейна стало стихотворение турецкого поэта-футуриста Назыма Хикмета, надеюсь, я правильно поставил ударение, позже давший название мультфильму «Сказка сказок». Стоим над водой. Солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Блеск воды бьет нам в лица, солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе. Первой кошка уйдет, и ее отражение исчезнет. Потом уйду я, и мое отражение исчезнет. Потом чинара, и ее отражение исчезнет. Уйдет и вода, останется солнце. Потом уйдет и оно. Солнце светит, кошка дремлет. Я стихи сочиняю. Слава Богу, живем. Блеск воды бьет нам в лица. Солнцу, кошке, мне и нашей судьбе. В основу мультфильма легли воспоминания обоих авторов о своем детстве во время войны. Оба они застали Великую Отечественную войну в очень раннем возрасте. На момент мая 45-го Норштейну было 4 года, а Петрушевской 7. В целом, Юрий Борисович назвал мультфильм во многом автобиографическим. Так, например, дом, в котором живет главный герой, был срисован с дома на Марьиной роще, в котором сам Юрий Норштейн жил в раннем возрасте. Линия же младенца, появляющаяся ближе к финалу, была добавлена по инициативе Людмилы Стефановны, недавно ставшей матерью. Изначально мультфильм собирались назвать «Придет серенький волчок», отсылая на главного героя, а также известную всем колыбельную, которую тот напевает на протяжении всего мультфильма. Однако советская цензура выступила решительно против такого названия, посчитав его неким дурным предзнаменованием. Так что название решили сменить на отсылающее к другому произведению, легшему в основу мульта. Так что да, фактически мультфильм «Сказка сказок» — это вольная экранизация авангардного турецкого стихотворения. Век живи, век учись, как говорится. Да и в целом, советские цензоры задумку мультфильма не оценили. Слишком уж в нем все туманно. Мало ли зритель не поймет происходящее или хуже того, поймет что-то не то. Обязательно нужно закадровое повествование, подробно разжевывающее происходящее. Смягчились они только когда Норштейн получил госпремию за «Ежика в тумане». И все-таки дали ему какую-никакую творческую свободу. Но сменить название все-таки заставили. Говоря про этот мультфильм, нельзя не упомянуть про его визуал. Как вы можете видеть, в картине используется несколько художественных стилей, подчеркивая различия сюжетных линий и их настроение. И весь этот визуал со всеми его стилями был создан одним единственным человеком – супругой Юрия Норштейна Франческой Ярбусовой, которая, к слову, создавала визуал для всех работ Юрия. Во многом, именно благодаря анимации, созданной Франческой, ее выразительному и запоминающемуся художественному стилю и потрясающей работе со светотенью, визуальная эстетика работ Норштейна стала настолько узнаваемой. При работе над мультфильмом была использована классическая для мультфильмов Норштейна техника перекладки, когда персонажи и фоны делают из бумаги и нарезают на кусочки, а затем размещают на несколько стеклянных ярусов, снимая и двигая их покадрово. Кроме того, использовалось совмещение анимации с реальными съемками, а также довольно редко встречающиеся в анимации технические приемы. Так, например, герои здесь визуально размыты, а между предметами отсутствуют четкие контуры, благодаря чему мы видим слитные образы, неотделимые от окружающей среды. Ну и раз уж мы заговорили про визуал, то надо бы затронуть и звукоряд. В качестве саундтрека здесь выступают классические произведения Моцарта и Баха, а также некоторые другие композиции. Что же касается оригинальной музыки, написал ее композитор Михаил Мейерович, который также работал и над остальными мультфильмами Норштейна. Да, как вы могли заметить, Юрий Борисович прям собрал себе команду мечты. А также писал музыку для таких мультфильмов, как «Котенок по имени Гав», «Лягушка-путешественница», «Дед Мороз и Серый Волк» и множество других. И со своей работой Мейерович справился просто на высшем уровне. Практически все композиции «Сказки сказок», даже если слушать их отдельно, способны пробрать до мурашек.
А уж то, как они дополняют визуал мульта, у меня просто словарного запаса не хватит описать. Таким образом, все компоненты мультфильма, аудио, визуал и наполнение, идеально гармонируют между собой и воздействуют на зрителя. И воздействие это сложно не заметить, все-таки статус лучшего анимационного фильма всех времен и народов дается далеко не каждому. Что же касается лично меня, впервые этот мультфильм я увидел в 9 лет на DVD-сборнике со всеми работами Норштейна. Естественно, сюжет я не понял от слова совсем, зато получил мини-психологическую травму от некоторых сцен и не пересматривал картину вплоть до начала подготовки к этому видео. И на самом деле тут мультфильму идет на руку тот факт, что для масс он прошел незамеченным, потому что как минимум по этому мультфильму не стали делать дерьмовую 3D-игру. Потому что в противном случае он мог бы наряду с Ёжиком считаться обычным, пусть и странноватым детским мультиком, при этом как Ёжик таковым совершенно не являясь. И если Ёжика еще хоть как-то можно притянуть к детскому произведению, как минимум там есть понятный юному зрителю сюжет, то со сказкой сказок ситуация совершенно иная. Сюжет в этом произведении поймет далеко не каждый взрослый, и сейчас я вам о нем поведаю. Главным действующим лицом здесь выступает Серый Волчок из всем известной «Колыбельной». Ой, прошу прощения, не та вставка. Живет он в старом заброшенном деревянном доме. Забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Единственным жителем этого дома помимо Волчка является некая пожилая женщина, топящая печь. Однако с ней главный герой практически не взаимодействует, и мы видим, что большую часть времени Волчок предоставлен сам себе. И пытаясь себя занять, он развлекается как может, печет на костре картошку, катается на педали привода от швейной машинки. Параллельно основной сюжетной линии идут 3 обособленные ветки. Между собой они практически никак не связаны, зато каждая связана с линией Волчка. Для того, чтобы различать эти линии между собой, предлагаю дать им кодовые имена. Благополучная семья, неблагополучная семья и война. Хотя, учитывая общий посыл, скорее вот так. Начнем именно с нее. Нам показывают вальсирующие пары под песню «Утомленное солнце». Вокруг царит атмосфера свободы, любви и безмятежности. Но вдруг пластинку начинает заедать. Кавалеры один за другим исчезают, а затем отправляются на фронт. Спустя некоторое время их близким начинают приходить извещения. Ваш муж, ваш сын, ваш брат. Текст нам показывают обрывками, однако общий их смысл можно понять. Кому-то приходят о том, что их родственник ранен, кому-то, что погиб. Извещения все продолжают приходить, и вот салют, фейерверк! Война закончена, и солдаты наконец-то возвращаются к своим матерям и женам. Не все возвращаются в целости и сохранности, к примеру, один из мужчин потерял ногу, но он не отчаивается и, как ни в чем не бывало, подыгрывает остальным парам на аккордеоне. После чего камера отдаляется, и мы видим, что дождались родственников с войны 3 женщины из 10. Одна из вдов печально бредет куда-то вдаль, и забредает в заснеженный лес, в котором разворачивается вторая сюжетная ветка – неблагополучная семья. Нам показывают семью на прогулке в зимнем лесу. Семья состоит из мамы, папы и сына лет 8. Отец в этой семье явно не отличается примерным поведением. Он много бухает, мусорит, разбивает бутылку. В принципе, по его одухотворенному лицу уже можно сделать выводы. Пацан стоит поодаль от родителей, ест яблоко и представляет, как корешится с воронами. Очень не кстати, у его отца кончается бухло, он встает и резко уходит. В этот момент его шляпа превращается в двууголку. Мать хватает пацана за руку и тащит его за собой. Тот сначала пытается вырваться и вернуться назад к воронам, но потом смиряется, вырывается из руки матери, начинает шагать рядом с отцом, и у него появляется такой же головной убор, причем в отличие от отца, еще и богато украшенный. Ну и осталась самая туманная сюжетная ветка лично для меня, а именно благополучная семья. Здесь нам в кои-то веке показывают настоящую идиллию. Под умиротворяющую музыку Моцарта мы видим семью, состоящую из матери, занимающейся бытом, отца, ловящего рыбу, и 2 детей, младенца в коляске и дочери. Дочь проводит большую часть времени, прыгая на скакалке, которую для нее крутит антропоморфный бык, иногда при этом они меняются местами, а также в меру возможностей помогая матери.
Кроме того, с ними живет некий человек искусства, судя по всему, пребывающий в творческом кризисе. Да это же буквально я! И его кот. Нам неизвестно, является ли этот человек членом этой семьи или просто их сожителем, однако в общую картину он вписывается крайне органично. Также в какой-то момент к этой семье заходит некий путник, которому герои оказывают радушный прием, прежде чем он снова пойдет своей дорогой. Как вы могли заметить, на события мультфильм не торопится совершенно. Так, завязка сюжета происходит аж на 16-й минуте из 29. А именно, в доме, в котором живет волчок, вдруг открывается дверь, я бы даже сказал портал, ведущий прямиком к благополучной семье. Происходит сцена с путником, о которой я уже говорил, после чего внезапно визуал сцены меняется, и с контурного рисунка на пергаменте он превращается в классическую норштейновскую перекладку в серых и мрачных тонах. В этот момент волчок подходит к столу человека искусства и, демонстрируя не особо удачные навыки в стелсе, ворует у него рукопись и вместе с ней сбегает. Он бежит через автомагистраль, несколько раз чуть не попадая под машину, и в итоге выбирается в лес, после чего рукопись в его руках превращается в младенца, который явно недоволен происходящим. В панике волчок сперва пытается оставить младенца под кустом, вы угадали, именно эта сцена травмировала меня в детстве, но затем все же решает вернуться, хватает младенца, бежит дальше и по невероятно удачному стечению обстоятельств находит в лесу колыбель, укладывает в нее младенца и с переменным успехом пытается его убаюкать. После этого нам еще раз показывают сцену с неблагополучной семьей, однако в этот раз, во-первых, за происходящим наблюдает волчок, а во-вторых, в этот раз ничто не прерывает грезы ребенка. Под конец нам показывают мини-нарезку из кадров мультфильма, и заканчивается мультфильм изображением некого моста. Только что вы прослушали сухой пересказ сюжета. Некоторые небольшие детали я опустил, затрону я их попозже, когда мы полноценно погрузимся в анализ происходящего. И даже по моему поверхностному рассказу вы уже могли убедиться, насколько же этот мультфильм многослойный. Каким-то образом Норштейну удалось настолько гармонично прописать и сплести воедино все компоненты и образы, что получившееся на выходе произведение можно смело назвать гениальным. Особенно гениальным его делает тот факт, что для того, чтобы получить удовольствие от просмотра, вам совершенно не обязательно глубоко погружаться в анализ происходящего и сидеть с блокнотом, выписывая и тщательно анализируя каждую деталь. Вы можете просто проникаться атмосферой и невероятным стилем мультфильма, и удовольствие вы получите ничуть не меньше, чем те, кто пытаются копнуть глубже и расшифровать все образы, оставленные режиссером. Я все же больше отношу себя ко второму типу людей, так что сейчас я расскажу вам, каким образом я вижу сюжет. Сразу оговорюсь, что ваше мнение может, а точнее будет, отличаться от моего, поскольку одного единственного правильного ответа здесь не может быть по определению. Поэтому, если у вас есть собственное понимание сюжета, либо же вам есть что добавить по поводу моей интерпретации, например, что могло бы ее подтвердить или опровергнуть, добро пожаловать в комментарии, почитать будет крайне интересно. Впрочем, в одном мнении сходятся примерно все. Сказка сказок — это произведение о прошлом. При этом большинство еще и считает, что это произведение конкретно о периоде детства, однако с этим я уже не вполне согласен. И вопреки расхожему мнению, память о прошлом здесь символизирует не главный герой, а дом, в котором он живет. Причем символизирует память о вполне конкретном периоде нашей жизни, а именно тот самый беззаботный период, когда все было хорошо и спокойно, какие-то проблемы, если и были, то либо незначительные, либо меркнущие на фоне нынешних. То самое время, к которому мы постоянно мысленно возвращаемся, сталкиваясь с наибольшими испытаниями. У кого-то это детство, у кого-то подростковые годы, у каждого временные рамки этого периода будут разными. Также на протяжении всего мультфильма дом переживает метаморфозы, которые только подтверждают мою теорию. Так, в какой-то момент у дома заколачиваются окна и сжигается во дворе мебель. И тут дело в том, что некоторые детали того времени будут постепенно затираться в нашей памяти, хотя именно эти мелкие детали и делали то время таким живым и настоящим. А некоторые, особо нелицеприятные и не вписывающиеся в общую картину, мы сами стараемся забыть и вычеркнуть из памяти. Помимо этого, в какой-то момент перед домом появляются несколько припаркованных автомобилей, причем резко выбивающихся из общей стилистики и как будто вырезанных с реальных фотографий. Это показывает, что искажение воспоминаний о том времени работает и в другую сторону. Мы склонны додумывать некоторые несуществующие детали и добавлять то, чего не было.
как приукрашивая перед другими для красного словца, так и убеждая в этом самих себя, дабы окончательно укрепиться в идеализации того времени. И косвенно доказывает мою теорию линия с войной. В момент, когда близким солдат начинают приходить извещения, нам отдельно показывают, как одна из женщин печально бредет куда-то вдаль, что явно говорит нам о том, что... Ты никому не нужна, тебя никто не любит, твой любимый умер. Мы точно не знаем, кто именно из близких у нее погиб на войне, так что давайте для удобства представим, что это был муж. Тем более на мою теорию это никак не влияет. Так вот, после того, как мы видим ее, кадр почти сразу же меняется на пожилую сожительницу волчка, о которой я упоминал. Моя теория состоит в том, что эта пожилая женщина и есть постаревшая вдова солдата, которая получила настолько сильную душевную травму от потери любимого, что даже состарившись продолжает жить исключительно прошлым, снова и снова проживая в памяти те моменты, когда ее муж был жив. Но основным жителем дома все же по-прежнему является волчок. Его образ тоже наполнен символизмом, вот только символизирует он уже кое-что другое. Если дом — это олицетворение самого прошлого, как временного отрезка, то волчок, в свою очередь, олицетворяет собой, с одной стороны, ту самую детскую наивность и беззаботность, это можно понять по его способам времяпрепровождения, а с другой — ощущение сказочности, волшебства, которого у нас могло и не быть конкретно в тот период, но сквозь призму которого мы смотрим на тот период сейчас. И кроме того, волчок символизирует то волшебство, которое окружает нас каждый день и которое мы не замечаем в повседневной суете. Ярче всего этот мой тезис подтверждает цитата самой Франчески Ярбусовой. Выхода нет. Надеяться можно только на чудо. Так может сказать даже самый закоренелый скептик. А чудо — это сказка. Она парит над нами с самого детства, существует рядом с нашим прошлым и будущим, как лекарство от безысходности. На грани сна и бодрствования вдруг сколыхнется наше подсознание, и приоткроется завеса, и выход найден, и звучит музыка, и расцвел дивный цветок. Сказка позволяет нам общаться с живым миром на равных. Вспомните, в какой сюжетной ветке мы видим волчка в последний раз? В неблагополучной семье. То есть, именно там, где ребенку было жизненно необходимо с головой погрузиться в воображаемый сказочный мир, чтобы хоть как-то абстрагироваться от ужаса, творящегося вокруг него. Конечно, многие хотели в детстве научиться общаться с животными, понимать их язык, одним словом отыгрывать класс друида в реальной жизни. Однако в случае мальчика это буквально жизненная необходимость, поскольку с родителями он себя ощущает явно неуютно. Да и отношения между родителями явно абьюзивные. Посудите сами, когда у отца кончается пиво, он просто молча, ни слова не говоря, встает и уходит. И когда на нем появляется двууголка, это очевидная метафора на то, что он подминает под себя и возвышается над всей остальной семьей. И когда мать хватает сына за руку и выдергивает его из мира фантазий, хоть тот сперва и сопротивляется, однако все же ему приходится прогнуться под жестокую реальность. И момент, когда на нем появляется такая же двууголка, как у его отца, говорит нам о том, что мальчик вырастет таким же абьюзером под влиянием отца-тирана, ведь зачастую абьюзивные партнеры сами подвергались абьюзу, в том числе со стороны семьи. А то, что головной убор мальчика еще и с украшениями, в отличие от отцовского, говорит нам о том, что с большой долей вероятности мальчик в будущем будет еще сильнее отыгрываться на своей семье, лишая своих будущих отпрысков детства по принципу «ни себе, ни людям». Да уж, с такой подоплекой мультфильм становится еще более тоскливым, чем казалось изначально. Однако есть у мультфильма и светлая сторона. Речь, конечно же, о благополучной семье. И если война и неблагополучная семья символизируют настоящее, а линия волчка то, как мы воспринимаем светлое и спокойное прошлое, то это повествует нам о том, как мы воспринимаем светлое и спокойное будущее, в котором не происходит ничего криминального, все идет тихо и размеренно, и каждый четко осознает свое место. И сдается мне, что здесь имеет место быть некий селф-инсерт самого Норштейна, потому что достаточно взглянуть на то, как выглядят родители семейства, и на фото Норштейна и Ярбусовой, как говорится, найди 10 отличий. Кроме того, судя по присутствию в этой сцене реки, дерева и кошки, здесь мы видим прямую отсылку и пересечение с оригинальным стихотворением, на котором основан мультфильм. Когда в это пространство входит волчок, то та действительность, окружающая его, проникает и туда. Можно, конечно, списать общую мрачность картинки на то, что банально наступила ночь, однако вкупе с изменением визуального стиля, мне это видится скорее приходом этого самого будущего, которое оказывается не настолько радужным, как нам хотелось бы, и нам все еще приходится сохранять своего внутреннего ребенка, чтобы выжить в нем.
Затем волчок похищает рукопись у человека искусства. И не знаю, совпадение ли это, или Норштейн реально настолько гений, но я ведь не один вижу, что рукопись, которую унес волчок, лежала на краю стола. Так или иначе, украденная рукопись после этого трансформируется в младенца. И здесь я вижу вполне конкретную метафору. Изначально любое произведение искусства — это просто набор линий. Набор символов на бумаге, набор мазков на холсте, набор полигонов в игровом движке. И только вложив в него свои переживания, эмоции, свое видение, свою оригинальную идею, этот набор и становится искусством. Думаю, вы неоднократно слышали, как творение автора называют его детищем. Когда волчок в панике пытается оставить ребенка в лесу под кустом, он, во-первых, ненароком исполняет пророчество, о котором поется в колыбельной, утаскивает в лес под ракитовый куст ребенка, лежавшего на краю, а во-вторых, то, как он мечется, то бросая его, то пытаясь успокоить, можно сравнить с перепадом отношения к своему творению. И я этот момент понимаю очень хорошо, потому что, имея бесчисленные попытки в создании музыки или в геймдеве, и переслушивая пересматривая свои творения, меня постоянно, словно маятник, качает из стороны в сторону от «Боже, как это гениально, как же я хорош», до «Боже, отвратительно, какая же я бездарность». Кроме того, растерянность волчка при появлении младенца можно сравнить с созданием своего первого произведения, своего Hello World, когда ты понимаешь, что теперь, когда первый шаг сделан, перед тобой открывается в прямом смысле бескрайнее пространство, в котором бесконечно много вариантов для самовыражения, и, как правило, у людей в этот момент захватывает дух, и им становится не по себе. Ведь что, если ты выберешь не тот путь, не найдешь тот, который подходит именно тебе, или, имея идеи и амбиции, не сможешь их реализовать в силу отсутствия способностей или навыков? Да банальное понимание того, сколько еще придется работать и оттачивать навык для достижения хотя бы приемлемого результата. Но все же, в итоге нам удается совладать со своими опасениями, взять себя в руки и начать творить. Не все идет гладко, бывают застои, творческие кризисы, но рано или поздно мы находим стимул продолжать творить. Находим идеальный баланс между творчеством и саморефлексией. И как бы ни давил на нас жестокий мир, сохраняем своего внутреннего ребенка и украдкой мечтаем научиться общаться с птицами и кормить их яблоками из рук. Довольно часто сказку сказок добавляют в подборку страшных, жутких мультфильмов СССР. Наравне с «Потец», «Его жена Курица», «Будет ласковый дождь» и же с ними. Так вот, я не согласен с такой трактовкой. По настроению этот мультфильм скорее можно назвать тоскливым и меланхоличным, чем страшным. Да и к тому же цели напугать смотрящего мультфильм не ставит совершенно. Вместо этого он рассказывает свою, пусть местами и невеселую историю, которую каждый при этом видит совершенно по-разному. Думаю, в этом и заключается основная гениальность мульта. И я от всей души присоединяюсь к Квентину Тарантино и Егору Летову и могу смело заявить, что для меня «Сказка сказок», если не любимый мультфильм, то в топ-3 входит точно. Меня зовут Мистер Укулео, и я не прощаюсь.